Здравствуйте, меня зовут Иван, вы на канале DP Labs. Сегодняшнее видео будет о технологии литья по выплавляемым либо выжигаемым моделям. Конкретно технология будет литья в керамическую оболочковую форму на основе кремнезольного связующего на водной основе. В чем преимущество данной технологии в сравнении с другими, будь то литье в кокель, в землю формовочную, либо другими? Во-первых, эта технология не дает практически никаких ограничений в геометрии модели. Но единственное, это каналы диаметром там до 4, скажем, миллиметров, с ними уже сложнее, но все равно есть пути решения этих проблем. Но в целом таких ограничений, как, например, в литье в кокель или формовочную землю, эта технология не дает. Вторым преимуществом данной технологии является высокое качество поверхности модели, поскольку суспензия, из которой наносится керамическая оболочка, имеет очень мелкодисперсную структуру, то есть наполнитель в ней идет фракция F1200, то итоговая шероховатость поверхности может быть просто минимальной. Третье преимущество – это высокотемпературное литье, то есть по данной технологии льются лопатки турбин, турбореактивных двигателей из Инконеля на производстве. То есть это вообще это основное преимущество данной технологии. Изготовление модели из выплавляемого либо выжигаемого материала. В нашем случае мы будем использовать ПЛА-пластик, просто распечатанную модель. Он имеет низкую зольность после выжигания и хорошо, в общем-то, для этого подходит. Для примера я подготовил модель поршня. Конкретно эту модель нельзя исполнить другими технологиями литья, поскольку здесь есть внутренние карманы. Это не выполнить ни фрезеровкой, ни литьем в кокель, ни какими другими технологиями. Сейчас она, собственно, в слайсере. Мы ее печатаем из ПЛА-пластика и показываем дальнейший процесс. Итак, мы распечатали нашу модель из ПЛА-пластика, приклеили сюда литник, потому что эта деталь печататься должна вот в таком положении, это в таком. И, собственно, сейчас наносим нашу керамическую оболочку из суспензии со связующим, обсыпаем все наполнителем в течение где-то 5-8 слоев. И у нас получится керамическая оболочковая форма. Дальнейшим этапом технологии после изготовления выплавляемой или выжигаемой модели является изготовление суспензии из связующего и наполнителя. Наполнителем являются огнеупорные материалы мелкой фракции, то есть это где-то F1200. В качестве наполнителя может выступать электрокорунт, он же оксид алюминия, либо маршалит, оксид кремния, либо другие огнеупорные материалы. В среднем требуется около 2 кг наполнителя на килограмм связующего для приготовления суспензии. В дальнейшем суть технологии заключается в окунании модели в связующее и обсыпкой его наполнителем более крупной фракции, где-то F40. Да, но для первых слоев может варьироваться от там F80 и для последних уже более грубой фракции. Наполнитель крупной фракции служит исключительно для того, чтобы быстрее наращивать слой. Само суспензия связующего при отверждении уже образует собой керамику. Да? То есть в данном случае использован электрокорунт F1200 с наполнителем, и получается, в общем-то, алюмосиликатная керамика. С наполнителем грубой фракции также получается такая вот керамическая оболочка. Для создания оболочки для литья требуется около 4-8 слоев с промежуточной сушкой до полного высыхания связующего. В дальнейшем форма прокаливается, то есть сначала либо вытапливается, либо выжигается изначальная модель, дальше форма прокаливается и в нее уже заливается металл. Как видите, данная форма лопнувшая, это часть, где был литник. Мы здесь использовали наполнитель в виде электрокорунда и обсыпку в виде электрокорунда. Возможно, мы не соблюдали какой-то техпроцесс, но эта керамика у нас получается очень нестойкая к перепадам температур.
То есть, если она условно прогрета даже до 600 градусов, но пока она вынимается из муфеля, она чуть-чуть охлаждается, заливается алюминий, то из-за разности температур она тут же лопается. Мы хотим попробовать сделать керамику чисто кремниевой, то есть в качестве наполнителя будет маршалит, в качестве обсыпки также кварцевый песок F40. Возможно, при использовании таких соотношений керамика будет более стабильна к перепадам температур. Да, вот мы начинаем подготавливать состав для макания нашей формы. Итак, сейчас мы будем наносить саму керамическую оболочку, макать нашу форму в суспензию. Сначала я суспензию залью внутрь, потом, в общем-то, просто макиваю, и процесс происходит обсыпание электрокорундом в данном случае. Далее этот слой у нас сохнет где-то в течение часа. И так наносим где-то 5-8 слоев, чтобы получилась сама оболочка. Я вот решил попробовать отвлечь всех от работы в наглую и попробовать организовать шашлыки. Ваня, реально бросай все. Сколько можно работать? Давай мясо пожарим. Итак, мы выжгли наш пластик в муфеле, форма обожглась, и вот у нас уже есть готовая керамическая оболочка, в которую можно заливать металл. Сейчас мы ее обсыпаем песком, ставим в муфель опять прогреваться до литейной температуры, соответственно, вынимаем и уже заливаем алюминий. Как-то вот так вот она выглядит. Оболочка полностью повторяющая форму пластиковой детали. Итак, мы производим засыпку формы песком. Сначала засыпаем, собственно, внутрь. Накрываем вот так вот пластиночкой. Это все у нас ставится сюда. И просто дальше обсыпаем всю форму. Главное, подними руки, чтобы было потом чем ухватиться. Обсыпанную песком форму мы поставили в муфельную печь для нагрева до температуры литья где-то до 620 градусов. И, собственно, ждем, пока она нагреется, и будем заливать туда алюминий. Вот наша плавильная печка. Стоит она из газового баллона, Да, жиклера, из наконечника от полуавтомата. Все это работает на пропане, в общем, это очень удобно, достаточно экологично по сравнению с любым видом топлива, другим как бы. Сейчас мы достаем тигель с расплавленным алюминием, дожидаемся, пока алюминий остынет до температуры литья. Он не должен быть красным. Собственно, снимаем шлак. У нас остатки от прошлых попыток керамической формы. Еще шлак различный. Сейчас видно, что алюминий перегрет. Температура для литья избыточна. Сейчас много растворенных газов. Если залить в таком состоянии, будет много пор. Надо, чтобы он остыл. И, собственно, будем уже заливать. О, хорошо, как тепло.
Мы сверху немного подогреваем литник, чтобы кристаллизация шла не сверху, а все-таки постепенно. Через какое-то время посмотрим, что у нас получилось. Так, вытаскиваем нашу форму из песка, залитую. Сейчас она еще чуть-чуть постоит, и остудим. И, собственно, посмотрим, что у нас получилось. Теперь мы форму нашу остужаем. Наша отливка остыла. Керамика отделяется. Здесь видим уже дефект литья, пора на литнике. Непонятно, есть ли она в самой детали. Сейчас мы это узнаем. Возможно, литник здесь, в принципе, неправильный. Пам-пам, видим пору, что является дефектом литья. Пора довольно глубокая из-за усадки. Неправильно был сделан литник. Форму литника нужно изменить. Что касаемо самого качества отливки, то есть даже видно вот слои от 3D-печати. Вот, также многогранность, которую сделал сам 3D-принтер. Вот даже видно шов от 3D-принтера, где был шов. Также, то есть геометрию данный способ передает идеально. Вот. Ребристость, слои, шов. Ну и также с внутренней поверхностью. Вот керамика постепенно отваливается. Вот мы видно бабышки, да. Сейчас мы это все отобьем. Итак, как итог, можно сказать, что технология в целом работает, детализация отличная, видно каждый слой. Единственное, что мы до конца не умеем, мы не литейщики, не знаем, как правильно располагать литники, да, из-за этого получился вот такой вот дефект в виде усадочной раковины внутри самой детали. То есть, а так в целом технология хорошая, работает. Будем дальше развивать эту тему. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!